Всем привет, друзья! Это видео начинается немножко нестандартно по одной простой причине. Причине того, что завтра мы с Лешей едем на тур Трансальпа, и мы должны выглядеть как действительно команда. Все вы знаете Лешу, и Леша хороший парень, у которого есть свои особенности. Поэтому я должен его поддержать и стать с ним действительно настоящей командой. Вот теперь мы с Лехой настоящая команда. Погнали. Брат, ну я тебе другое хотел сказать, если честно. Да? Мы же с тобой команда. Команда. Часть команды, брат, часть корабля, брат. Мужчина. Давай головками ударимся, брат. Вот так. Тихо. Короче, как вы поняли, мы с Лехой в Венеции. У нас хотелось, чтобы это был такой романтическая прогулка. К сожалению, пока это получается, мы платим. Называется «Заплати». И заплати еще раз, и заплати потом еще раз, и еще раз. Пока, значит, я вам расскажу, что поездка в город стоила 12 евро с каждого. То есть 24. Плюс 12 евро велосипеда. Совершенно Леха правильно говорит. Каждый велосипед еще стоил 12. И причем нам сказали, что это стандартный фи. Но вот мы купили 2 велосипеда, и в нашем автобусе по какой-то счастливой случайности также 2 человека ехали стоя. Как вы думаете? Было это правильное решение покупать или неправильное? Значит, то есть мы заплатили 24 плюс 24. Потом мы приехали в город. Конечно же, стоимость того, чтобы оставить здесь багаж, была тоже 24 евро. Ну а потом еще дополнительно. Это, кстати, очень приятно, что сейчас мы вот здесь. Вот так мы с Лехой могли бы ездить. Значит, но что приятно, что следующее действие, которое мы сделали, стоило уже 10 евро с каждого. Это вход в город. Платили вы когда-нибудь за вход в город? Вот мы заплатили. Нужно ли было платить? Я не знаю. Мы пошли, короче, наслаждаться сейчас. В Венеции у нас 4 часика. И потом едем дальше. Какой безмятежный! Какой безмятежный! Я готов поражаться до поражения. 3, 2, 1. Ее затапливают постоянно. Вот это да, но надо по центру. В центр надо встать. Вот это, если честно, не нравится. Вон там тоже не нравится.
Здесь что-то все закрыто. Так, ну, самая главная площадь. Заканчивается она вот таким зданием. Вот это здание красивое. Is that a good idea? А площадь такси. Площадь такси. Не особо интересная. Но вот это здание красивое, правда. Новинка так-то. Вот мне понравился это здание неспроста. Это собор Святого Марка. Вход для марков бесплатный. Вход для Марка бесплатно, поэтому Леха здесь стоит, я пошел. Гуляем, жарко, очень. Хорошо голова вот такая вот. Можно снимать и охлаждаться. С воды дует. На гондоле кататься, честно, не особо хочется. То есть, может, не тот настрой, может, еще что. Но гондолы красивые, честно. Чат GPT сказал, надо обязательно съесть. Правда, надо было съесть с вином, но вино пока не хочет. Кичете венецианские. Печите, бери, брат. Будем есть и пить. Твое слово. Нормально. Обычный хлеб. Не, нормально. Но, погоди. Баские пинчесы, да? Вкуснее. Испания. The little cannolo. Yeah. What the taste? И chocolate, pistachio or vanilla. Я еще потом. Да нет, пойдем. Кстати, вот это вкусно. One chocolate, please. Попробуй. You have 2 euros. Хорошее место, где можно... Круассан 4, французский. Бенедикт и Прага. Яйца Бенедикт. Здесь можно красиво позавтракать. Если бы нам надо было завтракать, ну это какой-то единственный клочок зеленого оазиса в этом месте. Симпатично. А еще Леха симпатичный после пива тоже. Пиво хорошо пошло. Хорошо. Хотя мы одно на двоих сделали всего. Но меня уже можно выводить отсюда. Вот тут действительно красиво. На кого ставим? Слева, справа ставим? Слева выиграет. Короче, с Лехой покушали. Было очень вкусно. Лично мне. Леха сказал, что ему тоже. И недорого. Относительно. И относительно недорого. Заведение никакое мы прикладывать, конечно же, не будем. Двигаемся в сторону вокзала. И там на вокзале пройдет вся наша жизнь. Красиво здесь. Возможно, играет в нас то, что мы выпили. Но стало красиво. И стало не так жарко. Что тоже помогает облегчить наше состояние. Здесь, на этом мосту, приехав на площадь, на вот эту вот, мы начали наш день в Венеции. И здесь же, на нем мы его заканчиваем. Венеция. Значит, какие лайфхаки? 10 евро на вход можно не платить. Всем Здесь есть такая тема, что ты должен заплатить за вход в центр города. 10 евро мы заплатили. Чтобы это где-то хотя бы проверялось. Хоть кто-то был, смотрел. Вообще нету такого. Так что 10 евро можете сэкономить с человека. Вот. Тяжело. Какие еще лайфхаки? Летом не надо сюда ехать. Жарко. Летом жарко, да. Вот к вечеру становится... Вот сейчас мне нормально, в принципе.
Но мы уже привыкли, да. А так, в принципе, все good. То, что там говорили, что дико очень дорого в центре. Это Леха говорил. Не могу так сказать. Обычные стандартные европейские цены. Ну, Конечно нет. же, на каких-то плазах. На туристических местах подороже. Ну, так это всегда так. Да. Подороже. Но все, в принципе, в пределах разумного. Паста 15 евро. Ну, паста 15 евро, мне кажется, это нормально. Ну да. Блин, если вы смотрите из России и вас шокирует паста 15 евро, можете не смотреть. Ладно, шучу, это стандартные цены. Просто это то, к чему и Россия тоже придет. Вот. Мне кажется, там так же. Возможно, да. Но это зато паста в Венеции. В какой это город? Это Венеция. Самый романтичный город мира, как сказала Катя. Вот, так что мы сейчас забираем наши чемоданы. Надеюсь, нам их отдадут. И пытаемся сесть на поезд, на свою электричку. И чучух-чучух в Австрию. Чучух-чучух. Ждем поезд. Как мы путешествуем вообще? Вот этот чемодан. Здесь рюкзак. А здесь супер вместительный чемодан Юры. Но уже не Юра, а Женя. Жень, спасибо тебе большое. Предоставил нам замечательная вещь. И здесь тоже поместился еще один рюкзак. Вот мы ждем наш First class. first class. Леха раскошерился, сказал я. И то потратить на 5 евро больше. Он говорит, я с этими нищими не поеду, говорит. Economy? Я ему говорю, может, economy? Он говорит, first class. И все, и вот мы ждем, когда нам тетя Люда откроет вход в наш first class. Но мы такие не одни, на самом деле. Там вон и какие-то команды китайцев идет. Баскетбольные, очень высокие все, сейчас вы видите. Вот. Баскетбольная сборная Китая. Вот они прошли. Вот, мы ждем, вот сейчас с девчонками поедем. Леха уже спросил, как их зовут. Одну зовут Марта, другую Марина. Вот, так что едем. Силы, на самом деле, что мы такие веселые? Силы покидают постепенно, степ-бай-степ. Так что сейчас сядем, надеюсь, с кайфом доедем. First class не открыт, а все остальные... один вагон открылся. Ждем. Понятно, кто будет давить в гору больше. Кто ест сливу, а кто ест мини-пиццу. Мини-пига. Сели. Едем. Красиво. Ну, хорошо. Ехать нам. Сколько? 4 часа? В общем. 3? Не знаю. Но не быстро. 3 часа на электричке это. Едем. Идет 3-й час. Или четвертый час. Леша мне говорит, через определенный промежуток времени, какую еду именно доставать. Сам он не двинулся, просто жопу не поднял с места. Просто мне говорит, слышь, Принеси, пожалуйста. пойди принеси. Да, вот. Стоим мы где-то в горах. Будь здоров, Леха. Будь здоров. Спасибо. Все, поехали дальше. О, едем, реально. Интересно, плановая это была остановка или нет? Вот непонятно. У нас будет на пересадку 5 минут. 6. 7 минут. Reisender des Österreicher Bundesbahnteam Begrüßung. Звезда, United Express 130 auf der Fahrt nach Wien Hauptbahnhof über Villach Hauptbahnhof, Klagenfurt Hauptbahnhof, Graz Hauptbahnhof, Bruck an der Mur, Хапанов. Wien Meidling. Хапанов. Bei weiteren Verlauf steht Ihnen das gesamte Zugteam zu. Ist das wirklich Standard? Ja, Standard. Ist manchmal fahren wir auch doppelt. Doppelt, ja, weiß ich Jetzt sind nicht. wir wohnsam. Ja, na bitte. Auf der Westbahn. Na dann, ich wünsche eine angenehme Fahrt, Ja, gell? Dankeschön.
Мы приехали в город Хафенхафен. Жахендрафен. Видехофен. Вилладж Хабенхаф. Хабенхафен. Интересно просто, как сделан переход, да? Вот мы пришли на Ну, платформу. не будет видно ничего, потому что будет. Так не будет видно, вот так будет. Да, вот и мы стоим вот здесь, да, на платформе, и вот прямо наш поезд номер 856, да, приедет, и вот мы вот стоим здесь, как раз наш первый класс, вот. Короче, все успели. Кстати, да. Я вечно забываю, что я лысый. Лех, у тебя есть такие проблемы? А вот на чем мы приехали. Вот с этого мы приехали. И вот здесь мы уезжаем на соседнюю улицу. Все успели, все прошло изи. Тем временем мы пересели на другой поезд и едем в город Виенс. Вот так мы едем в город Виенс. Кто из Твери? Кажется, похоже. Напишите в комментах, похоже, не похоже, не понимаю. Кажется, очень похоже. Это Москва. Тверь. Показал ее. Она была очень... Сил нет, если честно. Спать хочется очень сильно. Уже все, темнота на улице. Только мы и никого больше. 2 пива выпито. Раз. И ты в белом платье. И ты в белом платье. 2. В моих объятиях. 3. Хочется быстрее прийти к дому. К нашему забронированному. Надеюсь, все забронировано. Там было все оплачено, Леха. Надеюсь, там все нормально. Короче, приходим к дому. Мыться я не буду сегодня, Леха попросил не мыться меня. Поэтому я сегодня не моюсь и спим сразу. Смотрите, какой Леха. Пидовка. Устал, да? Сейчас упаду, да. Ну, ничего. Наконец-то приехали. Вот и вышли спортсмены. Велосипеды собраны. Доброе утро. Добрый день уже, я бы сказал даже. Да, смотри, Вот мы вышли. Красиво вот так. Мы вышли. Едем сейчас на Экспо получать стартовые пакеты. Вечером еще обязательно покатаемся, проверим велосипеды, чтобы все было норм. Ну, ехать нам сейчас 2 километра. Вечером будет активация. Активация. Трансформеры. Активация. За 2 часа до сна. За 2 часа до старта. Это будет вечером. Так что сейчас едем получать стартовые и возвращаемся, наверное, домой. Но еще пройдемся по центру. Проедемся на велосипедах. Попьем кофейку. Попьем кофейку. И все. На улице, кстати, жарко. Жарко, если честно, да. Да, прям. Хотя мы в Альпах, но жарко. Так что погнали. Да? 4К, да, 16:9. Снимай, брат. Снимаю. Вот он наш.
моя команда, вот, мои ребята. Моя команда Пинарелло. 13 тысяч, брат. 13 тысяч. Это если вот не собрали, не получилось собрать велосипед по каким-то причинам, можно вот тут приобрести недорого, со скидками, за 6 тысяч евро. За 6 реально тысяч недорого. Из-под Энеус. В общем, на самом деле, мы приехали на Трансальп, а здесь такая, знаете, очень такая спокойная, вообще очень маленькая экспо. В экспо даже почти нету ничего. Максис, шины, там вон тур какой-то. Ну, может сейчас внутри еще будет. Only exit, man. Здесь только only exit. А где enter? European магазин. Что скажешь? Очередь не нравится. Очередь, да. Тут можно приобрести слот, если не оплатил. No, it's okay. Most to aanbieden. Sorry. We need to update our luggage transport information. For updates or something, down at the first station, info station. Короче, пытаются нас ободрать до нитки. Нужно байбокс теперь оплачивать дополнительно еще, чтобы нам перевезли его на самый последний этап. В общем, поездочка, давайте так, смотрите, 2300 стоил слот. 2300 стоил слот. Потом нужно было еще сюда прилететь, сами считаете, там кто как. Ну сколько у нас, наверное, евро 300, может быть, получилось со всем этим, с гулянием в Венеции. 300, может 400 евро на каждого. Потом здесь еще бронирование гостиниц всех получилось у нас. При том, что я бронировал в первые дни, самые. Я думаю, что евро по 600, по 700 у нас получилось. Плюс еще будет еда. Так что это где-то к 1000 выйдет в общем. Плюс еще нужно было закупить до старта. Нужно было закупить дополнительное питание. Куча всего. Да. Ну, короче, Так что 1005. где-то 1004. Ну, Я 4-5, думаю, да. 4-5, наверное. Участие вот здесь на одного человека. Так что, Ну не на одного, подожди, слот 2200 стоил на двоих. ладно, 4-5 тысяч на двоих. Не, ну... Давай на 6 сойдемся. я По думаю, 3000 на человека. Ну да, наверное, так. Но это Саня, с учетом... я лучше бы не смотрел это видео. Да, но лучше это... Алло. Значит, смотрите, что у нас входит в стартовый пакет. Вот такая огромная сумка. В нее мы должны помещать наши вещи. И за ночь до старта, до 6 часов вечера, мы должны привозить вот эту огромную сумку с нашими вещами на точку старта. И нам будут везти вот эту огромную сумку, нам будут везти до нашего следующего отеля. Мы заполнили данные, где наш отель, и вот это вот будут привозить в каждый отель. Значит, дополнительно нам нужно будет либо позаботиться о том, как будут доставляться наши велочемоданы, либо это делаем через Юру, либо платим здесь 35 евро. Мы решим это, когда с Юрой обсудим. Значит, что у нас входит в наш стартовый пакет еще, кроме этой замечательной сумки? Сумка, как выглядит вот такая вот, это баулы, в которых что-то доставлялось. Значит, что у нас еще входит? Еще у нас входит вот такой вот, это, значит, сумка для того, чтобы каждый день утреннюю свою одежду вот сюда вот скидывать, и это со стартовой линии на финишную линию будет привозиться. То есть вот это будет доставляться в отель, а это со стартовой линии на финишную будет довозиться. Дальше, что у нас есть еще? Конечно же, всякие номера. Здесь, наверное, номера, всякие рекламки и все такое. Это мы посмотреть не будем. Дальше. Чупа-чупс. Потом Зубная паста. зубная паста. Какой-то Actimus Activer, активатор какой-то. Это мы сегодня намажемся за 2 часа до сном. Душ, чтобы не воняло от нас. Душ небольшой. Потом дальше, что у нас? Вот такая вот какая-то вещь, Тур Трансальп. Тур, байк. Это сюда вот, чтобы нужно надеть. будет, наверное, достать отсюда. Ну, не знаю, посмотрим. Потом какой-то еще О. какой-то, Что это мы такое? прочитаем потом. Минеральный комплекс какой-то, минерально-витаминовый комплекс. Дальше. Что у нас есть еще? Так, опять какая-то реклама, опять какая-то таблетка и вафли. Это не таблетка, это... таблетка.
принципе, как я понял, друзья, это все, что вы получаете за 2200 евро на одну команду. Вот. Подожди, еще интересно вот тут посмотреть. Где? А мне кажется, там ничего интересного. Нет, Давай там должны выберем. быть номера. Во, смотри. Чип, Вот, Чип. вот это надо будет повесить на вот эту штучку. номера, чип, Бейдж. бейдж. Meet and eat, смотри. А, это кушать. Да, то есть Значит, будет здесь еда. Вот мы Каждый вырываем день. в Лиенте. Селиан. Не знаю, что это значит. На 20 число. сегодня. Сегодня будет еда где-то. Да, Participant Parking Pass. Мой номер, который нужно будет на сумку вот сюда вот прилепить. да, Она да, да. сказала. Вот так, хоп. Потом дальше. Ну, это макулатура. Номера. Блин. Номера такие. Так себе, если честно. Мне симпатично. А, это надо будет на джерси приклеить. Да, наверное. Вот такие вот дела. Это все. Поэтому все, погнали. Если честно, очень жарко. 20, там, не знаю, там 30 градусов уже. Жарко. 31 градус. У Лехи то же самое. Вот мое. Все, заканчиваю. Вот здесь будет завтра старт. Мы сейчас где-нибудь что-нибудь не знаю, не позавтракаем, выпьем чай, кофе. Тур Трансальп. Вот. Лайн. Стартинг лайн. Водичка. Жарко, блин, капец, просто жара. Вроде ты в Альпах, а просто жарко очень. Но сейчас будем немножко исследовать этот городок. Всем привет, и сегодня я вам расскажу, как настроить Shimano Integra или Dura SD2, даже 105 SD2, не имея никаких инструментов под рукой. Представьте ситуацию, вы едете, передачи сбились, и вы просто не можете переключаться, либо западает цепь за кассету, и вам что-то Он все сломал. нет возможности вызвать такси, уехать Нет возможности больше поехать в Трансальп. Первый способ – это автоматическая настройка. Второй способ – это ручная настройка. Краткий ликбез. На каждом велосипеде профессионального уровня есть такой контроллер. Он обычно может находиться в раме, может находиться в руле. Здесь вес мы начинаем крутить. находиться. Либо в подсидельном интересе. Обычно нажимаете. Загорается красный индикатор. Это режим ручной настройки. Чтобы из него Все? Бог. Бедный Леха. Не имеет возможности. Ободрали до нитки. 35 евро. Забрали. Тапок сломали. Нечего ходить, так? Теперь 7 дней ходить. 7 дней вот так вот будет ехать на велосипеде без ботинка теперь. Зато немножко пяточки соскребешь, чтобы красивые были. Короче, вот мы встретили Юрку. Неожиданно. Он приехал тоже. Будущего чемпиона. Запоминайте его походку величественную. Завтра он будет забирать белую майку лидера. Почему белая? А белая? Я не знаю, какая здесь. Немецкую майку немецкого чемпиона. Идем сейчас кушать. Сдали чемоданы в замечательном городе Лиенц. Город весь 2 на 2. Очень маленький. Вот красивые горы. Да, кажется. И погода плохая. Сегодня без активации, видимо. Не, ну так тебе надо сажать. Ну, ладно. Спортпит. Раз. Сразу видно, кто едет, да, кто нет. Это нормальный гуляш, это суп-гуляш. А еще и салат. Приятного аппетита. Идем сдавать сумки
первый Слава день. Богу, у нас здесь есть Юра, который взял машину, потому что вот эту сумку, вот эту просто со всеми вещами, в первый день не забирают. Забирают только начиная со второго дня. Из отеля ее нужно будет вниз отеля спускать. И вот ее будут забирать. И привозить в следующий отель. Вот мой номер 10B. Мой номер. Ой, бля. 10А. Очень тяжелая сумка. И вот такая сумка нас будет ждать каждый день в отеле. И каждое утро ее будут забирать со всеми вещами. Ну, это мы надеемся. Хорошо, что сейчас нам не нужно везти ее самим 2,5 километра от старта. Причем, ну, находится это, ну, как бы, наверное, это город считается, но это выехать из центра города. А мы все наши проживания, смотрите, какая голова. Все наше проживание мы забронировали в центре города, каждого города. У Лехи уже все сломалось. Хотели сделать сегодня активацию. Вот Леха даже лежит на активационном режиме. Активированный Леха. На улице вот такое. Поэтому сегодня без активаций. Просто отдыхаем. Лиенц. Город 1000 огней.